Салют! Я вам рассказывал, что работаю над плагином для управления задачами, и что этот плагин станет частью следующего обновления хранилища. Так вот, сейчас бы я хотел объяснить концепции, на основе которых он строится, и также показать core-механики, которые я уже реализовал и которые станут частью основного workflow. Итак, фишка плагина в том, что он работает поверх inline задач. Это значит, что если вы возьмете плагин, установите его в какое-то хранилище, то он будет работать сразу, ему не понадобится генерировать какие-то файлы индексные или basis отображения. Он просто будет работать благодаря тому, что задачи уже записаны в Markdown синтаксисе, то есть в том синтаксисе, который свойственен непосредственно Obsidian. И на самом деле вы уже видите задачи, которые записаны в Markdown синтаксисе. И для вас здесь наверняка нет ничего нового. Мы просто записываем задачи, добавляем какие-то комментарии, добавляем подзадачи, можем добавлять ссылки на внешние ресурсы, можем добавлять ссылки на внутренние заметки, можем добавлять ссылки на файлы и так далее. И плагин, он будет парсить все эти задачи, а потом в своем внутреннем интерфейсе помогать нам этими задачами управлять, приоритизировать, проставлять им даты и так далее. Ну и, собственно говоря, давайте перейдем непосредственно к интерфейсу плагина. Значит, он вызывается через команду. Команда к релизу, скорее всего, поменяется, но само отображение будет вот таким. Значит, тут используется идея трехпанельного отображения. Слева происходит отображение фильтров, которое позволяет фильтровать по проектам, тегам, по тем задачам, которые у нас запланированы на сегодня, или предстоящим задачам и так далее. И вы уже наверняка чувствуете, где я черпал вдохновение, потому что вот эта левая панель, она очень напоминает панель Todoist. И это неспроста, потому что у Todoist очень минималистичная, очень понятная панель, она интуитивная, но все-таки в моем случае различия есть. И они прежде всего концептуальные. В частности, у меня есть отображение проектов и отображение тегов. Это значит, что у меня есть явное разделение проектов, то есть задач, которые относятся к проектам, и категоризация этих задач. Todoist, он больше делает упор на то, чтобы создавать проекты и потом создавать какие-то точечные лейблы для того, чтобы категоризировать задачи. В моем случае есть разделение и на проекты, и на теги, причем я рекомендую использовать именно вложенные теги для того, чтобы группировать эти классификаторы. В общем, левая панель у нас отвечает за фильтры, центральная панель непосредственно отображает задачи. И мне именно нравится, что все задачи я вижу именно на центральной панели, и при этом, когда я нажимаю на задачу, то ее метаданные я вижу отдельно справа. То есть, когда я нажимаю на задачи, у меня не происходит перекрытие, не появляется модального окна. Я все так же могу листать, анализировать и как-то управлять задачами и получать некоторое общее представление о том, сколько у меня задач, какие у них есть комментарии, дополнения, есть ли подзадачи и так далее. Ну и, соответственно, есть правая панель, которая отвечает за метаданные задачи. Мы можем менять дату, добавлять описание задачи, которое будет показываться вот здесь снизу. Можем добавлять подзадачи. Причем круто, что эти подзадачи мы можем вкладывать бесконечно долго. То есть это как раз-таки проистекает из идеи, что мы можем записывать задачи внутри файла и делать до бесконечности отступ. Ну и, соответственно, внутри задачи мы можем тоже как-то категоризировать, тоже проставлять им даты и так далее. Значит, у нас есть 3 панели. Они помогают в данном случае ориентироваться по задачам, их как-то фильтровать, быстренько менять у них описание, как-то их комментировать. И также есть еще слева одна маленькая панель. Если называть ее на манер Obsidian, то это своеобразный ribbon-меню. Он в данном случае позволяет переключаться между разными отображениями, календарным отображением, проектами. Можно искать задачи. Попозже появится еще тайм-трекинг, глубокая статистика, но пока что есть только вот эти отображения. И
Сейчас мы скоро перейдем в календарь. Только давайте сначала сделаем важную операцию. А именно у нас есть inbox, и давайте попытаемся его немножко разобрать. Значит, в чем заключается процесс разбора? Он заключается в том, чтобы отнести задачи каким-то проектам или их как-то категоризовать. Все работает довольно просто и интуитивно. В частности, смотрите, у нас есть задача, и у меня есть припиненный тег. Это у меня работа, разработка. Я могу просто взять и перенести этот тег на задачу. Бам! И теперь у меня эта задача исчезает из инбокса, и она попадает в тег разработки. Можно сделать это другим образом. Можно выбрать, например, другую задачу, вот покрыть тестами. Можно нажать вот сюда и вписать тег разработки. Отлично, категоризировали. И можно сделать еще одним способом. Давайте, например, возьмем вот эту задачу, зажмем Ctrl и выберем вот эти две задачи, нажмем правой кнопкой мыши, установим тег и отправим его тоже в development. То есть есть еще и поддержка массовых операций. Отлично, давайте теперь зайдем в этот тег. Тут куча уже разных задач. Соответственно, следующий этап будет заключаться в приоритизации или в расставлении дат, то есть непосредственно, когда нам нужно выполнить те или иные задачи. И, собственно говоря, давайте сейчас этим займемся. В данном случае неважно, что здесь написано, я просто показываю операции, которые можно делать над задачами. И, возможно, эти операции для вас уже знакомы. Значит, давайте, например, выделим вот эти 4 задачи, нажмем правой кнопкой мыши и запланируем их на завтра. Отлично. Теперь мы можем эти задачи распланировать по дню. Для этого мы воспользуемся вот этой маленькой левой панели, перейдем на календарное отображение, увидим огромное количество задач. Это у нас месячное отображение. Давайте переключим на недельное. Сегодня у нас воскресенье, а мы запланировали на завтра, поэтому давайте перейдем на следующую неделю. И вот здесь в графе No Time мы увидели вот эти 4 задачи, которые только что отправили на завтра. Давайте их как-то распланируем. Для этого нужно просто взять, перетянуть, и вуаля, мы поставили конкретное время, в данном случае 9:30, и окончание через 1 час. Давайте выровняем. Давайте мы все задачи перенесем. Мы можем растянуть, можем еще вот так вот пододвинуть. То есть, как вы видите, все работает интерактивно, и как это принято в любых приложениях, которые поддерживают таймблоки. Отлично. Мы можем также взять и растянуть задачу по времени. Давайте, например, исправить мобильное приложение. Я сейчас нажал правой кнопкой мыши для того, чтобы посмотреть подробнее, что это за задача. И, как видите, исправить мобильное меню на странице каталога. Отлично, давайте ее растянем на 2 дня. То есть мы будем ее делать с понедельника по вторник. И, как видите, здесь работает принцип, что старт задачи, он выглядит как призрак, то есть здесь такая пунктирная линия, а конец задачи, то есть тогда, когда можно поставить чекбокс, он идет в конце. Отлично. Давайте теперь добавим какую-нибудь еще задачу, например, в пятницу. Давайте в пятницу, да? Это будет какая-то сложная задача. Отлично. Теперь давайте ее выделим. Я убираю мышку, и теперь давайте попробуем поманипулировать этой задачей. Поманипулировать этой задачей. Например, мы можем перенести ее на субботу, или вернуть опять на пятницу, или на четверг. А можем подвигать вниз, а можем пойти вправо. Можем выбрать, например, 12:00
нажать на Shift и нажать стрелочку вниз. В силу того, что задача у нас сложная, давайте мы ее, например, начнем делать в четверг, в пятницу и в субботу. Я сейчас просто зажал Shift и нажимаю стрелочку вправо. То есть вы чувствуете, что можно задачами управлять довольно быстро. То есть мы добавляем какую-то задачу. Можем просто взять и мышкой их подвигать, а можем выбрать, сфокусироваться на задаче и выбрать какое-то время или перенести на другие дни. Если я нажимаю на Tab, то я переключаюсь на следующую задачу в том же дне. И теперь я могу пододвинуть, могу сделать так, чтобы две задачи было в одно время. Я увеличил масштаб Obsidian, поэтому текста довольно мало, но если у вас экран больше, то вы будете видеть лучше текст задачи. Отлично. Так работает таймблок отображения. Давайте вернемся обратно в тег разработки и попытаемся сделать следующий трюк. Значит, не всегда так получается, что мы можем точно распланировать задачи по времени. Иногда значительно проще взять и расставить приоритеты у задач. И, соответственно, выполнить сначала задачи с высоким приоритетом, а потом все остальные. Значит, приоритет мы можем повысить несколькими способами. Можно просто нажать правой кнопкой мыши, здесь выбрать приоритет. Давайте выберем приоритет повыше. Выберем другую задачу, у которой нет приоритета, и перейдем на правую панель. Здесь тоже есть приоритет, давайте его выставим. И есть еще один вариант. Давайте выберем какую-нибудь еще задачу. Давайте вот эту задачу выберем. И если нажать на чекбокс правой кнопкой мыши, здесь появится вот такое расширенное меню. И здесь тоже можно выбрать приоритет. Отлично. Теперь можно взять и отсортировать эти задачи по приоритету. Делается это вот тут. Нажимаем «Сортировка», выбираем приоритет. Теперь задачи, которые у нас с высоким приоритетом, уйдут наверх и будут идти по убыванию. Это самый низкий приоритет. Я сейчас нажму правой кнопкой мыши, то видите, здесь синий приоритет низкий, то есть он ниже, чем обычный приоритет. Шикарно. То есть вот эту сортировку можно использовать для того, чтобы внутри какого-то тега или проекта расставлять приоритеты и далее выполнять задачи в соответствии с расставленными приоритетами. Но мы можем даже сделать немножко круче, мы можем убрать сортировку и сгруппировать по приоритетам. И так будет считываться еще проще. То есть у нас высокий приоритет, точнее высочайший приоритет, это значит, что задача срочная и важная. Высокий приоритет, средний, обычный, низкий. Ну, давайте самый низкий поставим. Теперь у нас есть фактически все приоритеты. Отлично, отлично. То есть основная идея этого плагина заключается в том, чтобы записывать задачи где-то в заметках, а потом их с помощью вот этого интерфейса их как-то приоритизировать, раскидывать по датам, по тегам, переносить какие-то задачи в проекты или, наоборот, в проектах создавать какие-то новые проекты. При этом мы можем задачи обогащать описанием, подзадачами. Мы можем писать комментарии. Причем, если мы напишем сейчас какой-то комментарий, то у него автоматически будет появляться дата, то есть мы будем знать, когда именно мы эту задачу, когда этот комментарий написали. Если сейчас мы зайдем и посмотрим, как это все выглядит, то у задач появляются метаданные. И опять же, наверняка, если вы использовали плагин Tasks, то это будет для вас знакомо. И я сразу отмечу, что есть полная совместимость между синтаксисом плагина Tasks и тем, что сделано в моем плагине. Это сделано как раз-таки для того, чтобы можно было максимально быстро
получить профит от той системы, в которой уже есть куча задач, и их нужно как-то лучше и сильнее сгруппировать, как-то их лучше приоритизировать. Ну и в том числе для того, чтобы повысить эффективность и для того, чтобы не тонуть в большом количестве задач. А теперь маленькие особенности. Я сказал, что есть разделение на проектные заметки, на теги. В чем заключается это различие? Проекты — это полноценные заметки, в которых записаны задачи. То есть можно создавать обычные заметки проектные, писать в них текст, делать какой-то ресерч и в том числе оставлять там задачи. Плагин будет парсить метаданные этих заметок, и если в них есть задачи, то можно будет их отсюда добавлять, менять и так далее. Следующий нюанс, который довольно интересный, а именно, что можно добавлять кастомные статусы. Давайте, например, вот возьмем вот эту задачу и скажем, что данная задача, она уже как бы сделана, но ожидает нашего ревью. Для этого мы можем нажать правой кнопкой мыши по чекбоксу и поставить статус, например, review. И теперь у нее будет показываться Lucid иконка. Это все можно настроить в плагине. Ну и, соответственно, у него поменяется очертание. То есть обычные задачи, которые запланированы или которые выполнены, они имеют квадратный чекбокс, а те, которые в процессе, круглый. Те, которые отменены, они по умолчанию имеют перекрестие, ну или те иконки, которые вы поставите в настройках. То есть это еще один способ, как можно управлять задачами, причем эта же логика, она распространяется и на подзадачи. То есть мы можем здесь менять у подзадач их кастомный статус. Потом зайти в подзадачу, создать еще какую-то подзадачу, и здесь тоже внутри что-то сделать. Отлично. Надеюсь, я смог показать в общих чертах, как работает плагин. Я надеюсь, что вы многие операции узнали, а, возможно, что-то для вас оказалось новым. И когда выйдет обновление хранилища, вы как-то по-новому взглянете на свои задачи, ну и, возможно, у вас получится лучше их как-то распланировать, и, возможно, ваше мнение о том, что Obsidian не подходит для задач, оно радикально изменится. Ну и, собственно говоря, на этом у меня все.